Всем привет, с вами Андрей. Сегодня очередная серия охота за сокровищами. Иду сейчас на барахолку, читаю ваши комментарии и по возможности отвечаю. Многие пишут, что надо смотреть что-то такое ценное на базаре, допустим, бижутерия, да, украшения. Но я в этом сразу говорю, что сильно не разбираюсь, я только учусь, потому что надо отличать настоящее золото от подделки. Это тоже надо опыт иметь, плюс какие-то драгоценные камни, тот же янтарь, что-то, ну, чтобы стекло не взять, да, то есть люди, которые говорят, вот, типа, это драгоценность, бери, покупай, дешево, сердито. То есть надо в этих вещах разбираться. Я пока до этого не дошел. В основном я беру то, что хотя бы я уже знаю или немножко уже освоился. Потому что я очень много с деревом работал, я уже повторяю. И как бы мне больше нравятся старые вещи, такие из дерева сделаны. Ну вот здесь вы видите, ящики стоят. Это видно, что люди выносили из дома. И вот как выносили, так все в коробках и лежит. Все вещи. Надо будет смотреть. Потому что здесь все вперемешку. Такая винтажная шкатулка интересная. Посмотрите, какие лампы остались. Еще, наверное, цена в марках, что ли. Как правило, в таких ящиках мало что интересного, потому что это домашние разные предметы, от бытовой старой электроники, бытовых приборов до посуды. Как повезет. То есть люди приезжают, кому-то что-то надо по дешевке взять, здесь берут. А так ценное можно найти, но это небольшой шанс. Так что идем дальше. Даже можно вот такой двигатель купить, одноцилиндровый. Это от какого-то старого мопеда. Бак есть, фара. Это немецкий стрелковый клуб, значок. Звездочки на погоны можно купить также. Вот кто-то себе вино заказал, и, видно, посылка так и не дошла, раз она здесь стоит. Ну вот, винишко можно купить целое. Я алкоголь не пью, так что совсем не разбираюсь. Может быть, вино-то и хорошее. Может быть, даже это шампанское. 2001 год, прикиньте. Выдержка уже сколько лет. Но это надо тем смотреть, кто понимает в этом толк. Зеркала не хватает. Щетка есть. Старый фотоаппарат. Пленочный еще. Ух ты. Они тоже на рынке ценятся. Между прочим, такие фотоаппараты, если марка хорошая, можно будет за хорошую цену продать. Вито. Все навалено, очень много всего. Так, я вот вижу, интересная штука стоит. Сколько она будет стоить? Евро 20 захотят. Это зольница.
Можно посмотреть. Хорошая зольница. Was kostet? This is 10 euro. 10? Ja, 8 ist gut? gib mal 8. Sehr gut. Первую покупку совершил, а зольницу взял. Теперь я посмотрю что-нибудь еще интересного. Зольница мне понравилась, она не мятая, хорошая. У меня уже было штуки 3-4, я их все продал, они уходят хорошо, потому что их можно использовать как подставку для зонтов. То есть это как декоративная вещь, ну и нужная в хозяйстве. Посмотрите, ребята. Это большой немецкий толковый словарь. Так, давайте посмотрим. 1934 год. Вот раньше какие люди словари собирали дома. Библиотека была. Ну, тут по буквам, да, по алфавиту. Вот. Обозначение эти. Я их Вась, их кукрецнул. Он говорит, что это дорого очень стоит. А сейчас этими словарями никто не пользуется, потому что все есть в интернете. Раньше люди покупали, за них целое состояние отдавали. Но так все это вывезли из дома и сейчас продают по дешевке якобы. Здесь он показал, монеты есть. Но здесь монеты, они такие, знаете, все не сильно старые. Зеркало неплохое. Большое такое, массивная рама. Это моя слабость. Карты старые. Нравятся они мне. Вот. Конечно, это не настоящая карта, это репродукция, но эта репродукция сделана изначально, я так по состоянию бумаги я вам скажу, что это начало 20 века, а может быть даже конец 19-го. Это видно, что наклеили на вот сверху на простую белую бумагу, или это картон белый, да, и даже не могу вам представить, это какого года карта. Хоть бы найти датировку, когда сделали. 1733 я нашел, ребят. 1733, обалдеть. Кстати, посмотрите, вот бидон. Тоже его используют для зонтиков, подставка для зонтиков. Но он не такой старый. Если там даже есть этикетка. А рядом с бидоном стоит очень интересная коробка из-под чая. Вот представляете, раньше, да, лет 30-40 назад чай продавали в таких коробках. Ну, блин, вообще вещь нужная. Когда чай заканчивался, можно было складывать туда свои какие-то мелкие вещи. Сейчас все продают в пластике или в картоне. А, кстати, такие коробки, они неплохо в интернете стоят. Тоже вот такая оригинальная коробочка, старенькая. Видите? Мюнстер, Дюссельдорф. Лакриц. Это коробка для лакриц здесь. Покупали вот раньше лакрицы в таких коробочках. Жалко, что она уже немножко так потерлась, но до сих пор красиво выглядит. Так, ну что, вот эти дозы, коробки жестяные я купил за 5 евро, 2 штуки, в принципе, это, можно сказать, нормальная цена, даже очень дешево. Я смотрел в интернете, такие продают за 20, за 30 евро. Декоративные разные штучки. О, я уж такой крючок покупал в виде рыбы или дракон.
Как всегда, вот в таких пепельницах лежат мелкие монеты. Но они уж не такие старые. Всего лишь 80-й год. Это, по-моему, центы с Нидерландов. Так, а это у нас что? Это бельгийские монеты. 10 франков. Кое первый раз вижу, это игрушечная кухня. И она еще подключается к розетке. То есть это плита. Вот это да, раньше какие игрушки делали. Она еще и нагревались. Плитки. Еще и рабочая печка. Старые добрые стулья. Они до сих пор стоят, и они крепкие. Красивые стулья. Посмотрите, как сделано, какой дизайн оригинальный. Но это да, это даже, наверное, не 70-е, наверное, 60-е года. Прикольные стулья. Очень высокая спинка, и они удобные. Жалко, что сейчас их никто не купит, потому что, сами понимаете, под такие стулья нужен, соответственно, интерьер иметь. Герб и 2 клинка 40 евро стоят. Конечно, герб уже в таком состоянии, что кое-где куски отколоты. 40 евро стоит. Тут вообще, по-моему, из прошлого все собрано. Пластинки, проигрыватели, катушечный магнитофон. Но вот такой столик хотят за 40 евро. Я бы его даже купил, потому что он очень бы ушел быстро. Многие любят тему слоны. Это просто офигенно. Все-таки я решил рискнуть, купил этот стол. Там немножко предстоит его отреставрировать, немножко бивни подклеить, но это мелочи. Ну и потом воском натереть, и все, в принципе, он уже будет готов. Это очень столу интересно, так как ручная работа. Я посмотрел, за них в интернете хотят 200 евро и больше. То есть это я его купил по хорошей цене. Поторговался, ну и почти в половину скинул. Но я объяснил женщине, я говорю, надо мне вот бивни клеить, здесь надо что-то делать. Но она понимает, что за такую цену, которую она хотела, она не продаст его. Так что я уже сходил в машину, положил, пройдусь еще здесь, и потихонечку надо уже на выход идти. Вот тут уже настоящие антиквары приехали, продают. Сделано под старину, но это пластик. А изначально кажется, что это металл какой-то дорогой, а на самом деле все из пластика сделали. Тут много старых вещей, бронза, медь, все есть вперемешку, но опять же, с ними торговаться смысла нет, они знают, сколько это стоит, и они будут просить большую цену. Я уже спрашивал пару раз, просто вам показываю, что у них есть. Так что здесь покупать можно, но это надо будет с ними хорошо торговаться. Как вам? Я такой не понял, думал, что это такое знакомое? Пилотка дембеля. Ну что, взять? Даже все значки, которые есть, второй разряд, третий разряд, опять второй разряд. Ну вот это да, это относится к пилотке по-любому. Прикиньте, что все значки, они все нужные. Он же и классный специалист был, и механик танка, и бегун, третий, второй разряд есть. Также и стрелок, и медик
значок есть. Блин, вообще на все мастеру руки. Вот это понимаю, да? Человек дембельнулся и сразу все знаки отличия получил. Классно. Сегодня приехало очень много антикваров. Видно по предметам, что они продают. Целый герб можно взять. Вас костит цену за десятку. Но я брать не буду, просто вам показываю. Тяжелые, это куда-то повесить надо. Сегодня вообще для любителей, кто собирает, коллекционирует разные модели автомобиля, это просто, можно сказать, находка века. Посмотрите. Автобусы, легковые машины, военные машины. Все лежат почти нетронутые временем. Вон упаковка, видите как? Но я эту тему не изучаю, так что даже не могу сказать, сколько это будет стоить. Забыл я вам еще показать, вот что купил. Это лошадь, как вы видите. Я предполагаю, что это... Так, ну, может быть, чугун. Хотя по цвету не подходит. Я вот пока не могу разобрать. Ну, она очень интересна и красивая. Я ее взял там за копейки. Хотел, конечно, продавец задорого, но я говорю, задорого я не возьму, потому что она не такая старая, но вот она мне понравилась. Ее можно куда-нибудь повесить. Возможно, даже оставлю себе. Посмотрю. Ну, короче, вот последняя моя покупка. Ну вот и все, моя прогулка по базару закончилась. Сегодня отличная погода была. Солнышко светило, прошелся, посмотрел, кое-что купил. Это столик на слонячьих, правильно, да, бивнях. Интересно, между прочим, оригинальный. И взял я зольницу, но эта зольница раньше использовали по назначению, сейчас пользуется подставка для зонтиков. Хорошая декоративная вещь. Две коробки жестяные из 80-х, 70-х годов. Это тоже такие люди есть, которые собирают разные такие коробки, и в интернете они хорошо уходят. Я при случае, я такие коробки не так часто вижу, я их покупаю всегда, они быстро уходят. И вот взял я эту лошадку на стену куда-нибудь, можно прилепить, может быть даже оставлю у себя на даче, посмотрим. Так что с вами был Андрей, подписываемся на канал, всем пока.